Без лишних слов. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам находки археологов, которые наука не может объяснить. Погнали! Пилдаунский человек. Предлагаю начать с одной из самых известных мистификаций 20 века. В 1912 году в гравийном карьере Пилдауна были найдены необычные костные фрагменты. Они были представлены как каменелые останки ранее неизвестного древнего человека, недостающего звена в эволюции между обезьянами и человеком. Сначала ученые решили, что костные фрагменты имеют все основные черты человека разумного и объем мозга не менее 1070 сантиметров. Также они предположили, что останки принадлежали лицу женского пола. Но помимо этого ученые заметили много противоречий. В частности, что сам череп выглядел как у современного человека. А вот строение челюсти говорит о том, что шея такого человека должна быть низкой, а подбородок вытянутым. Но несмотря на все это, основная масса ученых поддержала находку. На протяжении 40 лет некоторые ученые пытались разоблачить пилдаунскую находку. И вот 30 ноября 1953 года ученые обнаружили, что большинство находок из пилдаунского карьера были искусственно состарены и окрашены под цвет местного гравия. Из всего этого они сделали вывод, что пилдаунский человек – это наглая подделка и изысканный научный обман. А ведь научная сенсация была так близко. Камни Ики. В 1930-е годы исследователь Хавьер Кабрера наткнулся на очень странные камни, на поверхности которых были нарисованы фантастические сцены битв людей с динозаврами. Кабрера выявил закономерность в системе изображений на камнях. По его мнению, изображения группируются в серии от 6 до 200 камней, образующие как бы каменную коллекцию. В каждом сюжете увеличивается размер камней, а также способ нанесения изображения, начиная от гравировки и заканчивая техникой низкого рельефа. На данный момент в мире насчитывается около 50 тысяч таких камней. Однако исследователи никак не могут понять, кем и когда они были сделаны. Одна из самых правдоподобных версий гласит, что все это современная подделка. Ученые не могут узнать возраст камней из-за отсутствия на их поверхности органических веществ. Название пещеры, в которых они были найдены, держится в строжайшей тайне. Также существует версия, что первоначально было найдено несколько действительно древних камней с рисунками, после чего они послужили образцами для изготовления серий подделок. Антикитеровский механизм. Эта удивительная находка была поднята в 1901 году с древнего судна. Остатки судна и его груз были обнаружены греческим водолазом 4 апреля 1900 года недалеко от греческого острова Антикитира. Механизм датируется приблизительно второй половиной 2 века до нашей эры и хранится в Национальном археологическом музее в Афинах. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерен в прямоугольном деревянном корпусе на бронзовых передней и задней панелях, которого были размещены циферблаты со стрелками. Две прямоугольные бронзово-защитные пластины прикрывали переднюю и заднюю панель. Вот его ориентировочные размеры в сборе. Механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Сегодня такими устройствами никого не удивишь. Однако, как мы уже сказали, найденный механизм был создан во второй половине 2 века до нашей эры. Кем он был разработан и почему был утерян, до сих пор никому не известно. След от ботинка. Звучит банально, но подождите. Американский исследователь и археолог испытал настоящий шок, когда нашел на скале окаменевший след от ботинка. Контур следа хорошо просматривался, и были видны следы от ранта, соединяющего подошву и обувь. По оценке историков, артефакту оказалось 214-240 миллионов лет. Откуда в то время на Земле могла взяться обувь, неизвестно. Опытные обувщики посмотрели фотографии и сделали вывод, что это след от обуви ручной работы. При приближении фотографии видны даже следы от перекрученной нити, которой сшивалась подошва. Хранится окаменевший слепок в музее США. Объяснить его происхождение не удалось до сих пор. Возможно, эта находка, как и некоторые предыдущие, всего лишь качественная подделка. По одной из теорий, ученый Джон Рейд хотел прославиться, несколько лет назад изготовил этот артефакт. Но в таком случае, почему многочисленные исследования не вскрыли подделку? По другой теории, след оставила более развитая цивилизация, существовавшая более 200 тысяч лет назад. По версии некоторых ученых, люди уже жили на Земле и были уничтожены природными катаклизмами. Существует версия инопланетного происхождения следа. Доказать ни одну из теорий невозможно. Могила Чингисхана. В
В 1227 году в 65-летнем возрасте скончался основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан. Но из-за чего? Кто-то предполагал, что он упал с лошади, другие считали, что он скончался от пневмонии, и по этому поводу ходит много легенд. К примеру, многие уверены, что Чингисхан просил захоронить его в секретном месте. Те, кто осуществлял процессию, позаботились о сохранении тайны и убивали всех, кто случайно попадался на пути. Еще одна легенда гласит, что через могилу хана пролегла река, чтобы никто не смог обнаружить место захоронения. А другая говорит, что тысячи лошадей бежали по могиле, после чего на ней посадили деревья. Найти могилу великого правителя не удается до сих пор. А ведь в ней хранятся несметные сокровища Чингисхана, которые по самым скромным размерам оцениваются в $2 миллиона. Рукопись Сибиу. В 1961 году был обнаружен документ под названием «Рукопись Сибиу». В нем 450 страниц, которые датируются 1500 годами. Экспертов поразило то, что в документе описаны сложные технические характеристики из области артиллерии, баллистики и многоступенчатых ракет. Да-да, вы не ослышались. В бумагах также имеются чертежи ракеты, которая была запущена в 1555 году в городе Сибиу. Найденная рукопись считается первым документом, где описано ракетостроение. Оказывается, что эта научная область изучалась за 400 лет до того, как технология была использована в 20 веке. Либо мужчина побывал в будущем, либо подобные технологии были в прошлом. Как можно было описать модель трехступенчатой ракеты в 16 веке? Вполне вероятно, что это далеко не единственная версия с описанием подобных технологий, но от современных людей подобные книги могут просто скрывать. Терракотовая армия. В марте 1974 года китайский крестьянин Ян Жифа, рывший колодец недалеко от города Сиянь, наткнулся на старые глиняные черепки. Раскопки обнаружили террактовую армию, примерно из 8000 пехотинцев, лучников и всадников в полный рост, стоящих в боевом порядке в 11 подземных 210-метровых коридорах на глубине 5 метров. Армия охраняет гробницу первого императора Объединенного Китая Цин Ши Хуанди. Ученые считают, что на ее создание ушло 38 лет и потребовало усилий 700 тысяч рабочих. 19 сентября 1991 года немецкие туристы Гельмут и Эрика Симон обнаружили в Тирольских Альпах в долине Эцта ледяную мумию человека возрастом примерно 5300 лет. Криминалисты установили, что Эци, так называли находку, был убит стрелой, застрявшей у него в плече. С 1997 года мумия, являющаяся старейшей в Европе, была выставлена в Южно-Тирольском музее археологии в итальянском Больцано. Красная королева. В 1994 году археологом Арнольдо Гонсалес Крусом и его командой была обнаружена погребальная камера в храме в Южной Мексике. Внутри камеры оказался саркофаг и неповрежденная гробница. В них ученые обнаружили скелет женщины лет 60, а рядом еще два скелета – женщины лет 30 и мальчика. Считается, что двое последних были принесены в жертву. Красной королевой находка была названа из-за странной маски алого цвета на ее лице. Ученым не удалось разгадать, кем же была эта женщина. Все, что они выяснили, это то, что она любила есть мясо и умерла в преклонном возрасте. Возможно, она была одной из немногих женщин, правящих древним городом. Мачу-Пикчу. 24 июля 1911 года американский историк Хайрам Бингем обнаружил в Перу на вершине горного хребта высотой в 2057 метров заброшенный город инков Мачу-Пикчу, построенный около 1440 года после крушения империи инков. Город утратил свое назначение, и жители покинули его навсегда. Сегодня Мачу-Пикчу посещает около 2000 туристов в день, а Хайрам Бингем стал одним из прототипов киногероя Индианы Джонса. Вот несколько фотографий оттуда. Какую из этих находок вы бы хотели увидеть своими глазами? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.